Это телеканал «Питание, здоровье, домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Мои дорогие зрители, я снова рада вас приветствовать на своем канале. В прошлой передаче я вам рассказывала про особенности и принципы питания при сахарном диабете второго типа. Мы продолжаем тему диабета, и в этой передаче я вам расскажу, что такое гликемический индекс и зачем он нужен диабетику. Когда мы едим какой-либо продукт, вот этот гликемический индекс нам показывает, насколько поступление в организм этого продукта может вызвать повышение уровня сахара в вашей крови. Очень важно обращать внимание на гликемический индекс того или иного продукта при тяжелом или инсулинозависимом течении сахарного диабета. Каждый продукт имеет свой гликемический индекс. Соответственно, чем он выше, тем быстрее растет показатель сахара в крови после его употребления. Все продукты разделяются на три группы. Первая – это высокий гликемический индекс более 70 единиц, средний гликемический индекс от 41 до 70 единиц и низкий гликемический индекс до 40 единиц. Все продукты с высоким гликемическим индексом исключаются из рациона питания диабетика, за редким исключением тех продуктов, которые действительно полезны для организма человека. Возьмем, к примеру, мед. Многие зрители, которые смотрят мою передачу, сейчас наверняка усмехнулись и думают: «Натали, ты вообще соображаешь своей головой, что ты предлагаешь? Диабетику мед?» Да, соображаю. Если у нас в меню присутствует мед, то за счет ограничения других углеводных продуктов мы снижаем общий гликемический индекс суточного рациона. Обычный же рацион должен состоять из продуктов с низким преимущественно и средним меньшая доля показателем гликемического индекса. А сейчас мы с вами более подробно рассмотрим таблицу продуктов питания по гликемическому индексу, так называемый наглядный пример. Начнем с высокого гликемического индекса. Из овощей, фруктов и сухофруктов вам противопоказаны бананы, инжир, изюм, свекла. Крахмалосодержащие продукты, которые имеют высокий гликемический индекс: любая сдоба, выпечка, кукурузные хлопья, мюсли с сухофруктами, сахар-рафинад. Далее хлеб из цельной пшеницы, картофель, макаронные изделия и белый рис. Белый рис вы можете заменить бурым. Теперь мы с вами рассмотрим средний гликемический индекс. Эти продукты употреблять можно, но в ограниченных количествах. Из овощей и фруктов в ограниченном количестве вы можете себе позволить съесть дыню, абрикосы, персики, виноград, манго и киви. Кстати, хочу сконцентрировать внимание на киви. Одна штучка киви заменяет суточную норму микро-макроэлементов и всех витаминов. Это настоящий кладезь. В ограниченном количестве вы можете себе позволить хлеб с отрубями, хлеб из ржаной муки, белую красную фасоль, овсянку или по-другому геркулес, батат, молодой картофель, рисовую лапшу и тыкву. Сейчас мы рассмотрим продукты с низким содержанием гликемического индекса, а в следующей передаче я вам расскажу, как заменить вредные продукты на полезные аналоги. Итак, продукты, которые вам можно кушать в любом количестве. Это кабачки, огурцы, помидоры, болгарский перец. Пекинская капуста, капуста брокколи, зеленая стручковая фасоль, баклажан. Кстати, оставляю вам подсказку на мои рецепты, что приготовить из овощей. Также спокойно можете кушать сельдерей, грейпфрукты, яблоки, спаржу. Черный хлеб, который называют по-другому цельнозерновой, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, а также чечевицу. Итак, дорогие мои зрители, еще раз подведем с вами итоги, о чем мы с вами проговорили. Чем меньше гликемический индекс продукта, тем медленнее он усваивается организмом. А это, в свою очередь, приводит к тому, что сахар в крови либо остается в норме, либо, если поднимается, то совсем незначительно. В любом случае, это никак не повлияет на ваше состояние. Необходимо помнить, что диагноз диабет – это далеко не приговор, и это вовсе не означает, что ваш рацион питания будет скудным. Совсем наоборот, вам нельзя голодать, просто продукты питания при сахарном диабете второго типа должны иметь четко низкий гликемический индекс. Мои дорогие, если вы будете придерживаться правильного питания, подсчитывать суточный калораж, учитывать хлебные единицы и гликемический индекс продуктов, я вам обещаю, никаких скачков сахара у вас не будет. Это проверено опытом. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, ставьте лайки, оцените мою работу. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать свежие новости про здоровье и новые рецепты. А я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!